Обучение– это такая услуга, в которой очень сложно оценить качество. Сами школы до сих пор не знают, какое обучение считать качественным, и клепают по-быстрому множество курсов, стараясь захватить все доступные ниши. Покупка курса похожа на лотерею, где совершенно непонятно, что внутри, а культура возврата денег у нас еще не так развита, как за рубежом. И вот все мы стараемся как-то по описаниям догадаться, стоит ли курс своих денег или нет, стоит ли его покупать. И совершенно непонятно, какой курс дорогой, а какой дешевый, ведь цена относительна. Многие мои зрители считают, что отдавать за камеру 50 тысяч рублей слишком дорого, а с другой стороны, машина за 200 тысяч это слишком дешево, хорошо, если она вообще поедет. А квартира за миллион это вообще копейки. В этом видео я расскажу, сколько стоят курсы на конкретных примерах. Вот, например, в 3 самых разрекламированных школах есть 3 вида курсов. Одиночный курс примерно за 40 тысяч, набор из нескольких курсов за 80 и большой набор за 120. И чтобы не пугать учеников ценой за сотню, указывают только ежемесячную оплату. Причем они хитрят с рассрочкой. Например, курс на год, и логично предположить, что полная стоимость будет равна ежемесячной оплате, умноженной на 12, но оказывается, что рассрочку дают на 18 месяцев. Соответственно, полная цена этого курса – это месячная оплата, умноженная на 18 плюс комиссия банка. Есть и более честные курсы. Например, бюро Горбунова сразу пишет, что цена обучения дизайнера за 3 этапа – 160 тысяч. Много это или мало? Давайте разберемся, а какие вообще сейчас цены на онлайн-образование. Я начну с дорогих, а в конце расскажу про дешевые и бесплатные. А в описании будет, как всегда, ссылочка на мой любимый агрегатор курсов. Поехали! До появления массовых онлайн-курсов ребята, которые хотели освоить профессию дизайнера, выбирали обычное традиционное высшее образование. В Москве можно поступить в Суриковский институт или в Строгановку, а в Питере в Репу или Муху. Но такие варианты дают классическое образование художника, скульптора и даже кузнеца. Там нет направления по веб или UI UX дизайну. Вот взять, например, Строгановку. Большинство студентов поступает туда бесплатно, на бюджет, проходя строгий отбор. Только 1 из 10 учится за свой счет. Но цены поражают: 350 тысяч в год для граждан России и 550 для иностранцев. Обучение на бакалавра длится 4 года. Получается, что полный курс стоит чуть меньше 1,5 миллиона рублей. При этом, как я уже говорил, это образование с упором на живопись, рисунок и скульптуру. Есть такие ребята, которые хотят заниматься народными промыслами, и Строгановка для них идеальный вариант. Но она плохо подойдет для тех, кто хочет заниматься UI UX дизайном, вебом и приложениями. Те, кто хотели получить более практические навыки дизайна, шли в Британку. Это британская школа дизайна в Москве, откуда вышло множество арт-директоров и руководителей студий. У них действительно есть договор с одним из британских вузов, поэтому студенты получают диплом международного образца. Но идут туда, конечно, ради знаний, а не ради диплома. Цена за 3 года обучения на бакалавра дизайна – 1,5 миллиона рублей, то есть 475 тысяч в год. Это еще далеко не самое дорогое образование. У нас в Москве есть высшая школа экономики. Это дорогое высшее учебное заведение для детей элиты. Что интересно, отсюда выходят как государственные деятели, например, министр экономического развития, губернатор Московской области и даже один советник президента есть, так и оппозиционеры. Илья Азар, Егор Жуков, Майкл Накис «Эхо Москвы», Роман Юнеман и Ника Водвуд, больше известная как Никсель Пиксель, и другие. Так вот, стоимость обучения на факультете дизайна там почти 690 тысяч рублей в год. За 4 года обучения вы отдадите 3 миллиона рублей. Также у них есть и онлайн-курс по профессии дизайнер за 320 тысяч в год. Причем, если в онлайн-школах дизайну учат практикующие специалисты и руководители крупных агентств, то в ВШЕ это художники, кинорежиссеры и бывшие студенты. Есть еще зарубежные курсы, например, от Thinkful. Стоят они около 1 миллиона рублей за полгода, из которых 700 тысяч надо оплатить авансом. Для США эти курсы не очень дорогие, ведь средняя зарплата начинающего UX-дизайнера там около 80 тысяч долларов в год или 500 тысяч рублей в месяц. При этом есть вариант проходить обучение бесплатно, а потом выплачивать проценты своей зарплаты или фиксированную сумму. Компания напрямую заинтересована в вашем трудоустройстве, ведь если вы не сможете начать карьеру дизайнера после обучения, они ничего не получат. В этот курс входят заранее записанные видео и подробный письменный обзор ваших домашних заданий. Это как у всех, но еще они предлагают регулярные живые онлайн-консультации. 2 раза в неделю вы общаетесь со своими менторами из Apple, Netflix и Google и задаете вопросы. Конечно, для такого обучения, кроме денег, нужно еще отличное знание языка.
Это был обзор самых дорогих курсов и высшего образования. Но я не уверен, что такое обучение дает большое преимущество на рынке труда. Большинство из моих коллег из крупных студий не имеют профильного высшего образования. Максимум они проходили курсы в каком-то узком направлении. Во второй половине этого видео я расскажу про самые дешевые курсы. Во-первых, это, конечно, курс от Tilde «Дизайн в цифровой среде». Tilde — это самый популярный в русскоязычном сегменте интернета конструктор сайтов, который активно выжимает начинающих дизайнеров и верстальщиков с рынка труда. Там есть огромное количество готовых блоков и стилей. Большинство заказчиков с небольшим бюджетом делают упор на конверсию, то есть на UX. Они лучше сделают несколько вариантов расположения блоков, по-разному напишут текст, выделят разные свои преимущества, проведут АБ-тесты и выберут самый конвертируемый вариант, чем будут сидеть с одним дизайнером и рисовать красоту. Это очень правильный подход. Основатель Tilde Никита Обухов создал текстовый курс по дизайну, который помогает начинающим специалистам освоить профессию. Здесь вы получаете общие знания по дизайну, которые сразу можете применять в создании сайтов. Цена курса всего 7000 рублей, а первые уроки можно прочитать бесплатно. Tilde позволяет вам без знаний в области верстки и рисования картинок делать сайты и лендинги под ключ, то есть полностью предоставляя готовый продукт клиенту. Если же вы хотите сфокусироваться на дизайне и заниматься только макетами, вам больше подойдет курс по дизайну и фрилансу от Алексея Бычкова. За 20 тысяч рублей вы освоите основы дизайна, изучите фигму и поймете, как искать клиентов на биржах. Но на мой взгляд, искать клиентов на бирже без опыта работы слишком сложно. Очень высокая конкуренция и низкая оплата. Есть еще электронные книги от бюро Горбунова. От обычных они отличаются тем, что продаются по подписке. Не всем нравится эта модель монетизации. Как это платить за книгу каждый год? Авторы объясняют это тем, что могут больше сил вкладывать в обновление материала, а не в продажи. Вся мини-библиотека стоит 7000 рублей в год или 1200 за одну книгу в год. Там есть очень полезная типографика и верстка Горбунова, пользовательский интерфейс Бирмана и инфостиль Ильяхова. Я считаю, что ради этих трех книг стоит подписаться. Дальше дизайн-библиотека от Bang Bang Education. Это библиотека видеокурсов без обратной связи. Всего в нее входит 63 курса и 400 часов видео. Всего за 5000 рублей в год. Курсы очень интересные на узкие темы. Например, как управлять командой. Даже работая на бирже, вам будет проще разделить обязанности, чтобы кто-то отвечал заказчику, кто-то рисовал, а кто-то занимался бухгалтерией. Большинство популярных дизайнеров на биржах — это как раз команды. Также там есть курсы и по дизайну, и по верстке, и в целом по искусству. Сейчас до середины апреля вся эта библиотека бесплатна, поэтому я не понимаю, почему вы все еще на ютубе, а не смотрите эти курсы. Вывод. Подводя итог, отмечу. Цены на курсы от основных школ выставляют каким-то случайным образом. Вы получаете кота в мешке. Если брать обучение на год за 120 тысяч, внутри будет один нормальный курс, пара устаревших и какой-нибудь непрофильный. Поэтому я рекомендую тщательно выбирать, а не брать все большим пакетом. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!